Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно фарма материалов. Да, но не обычных, не тех, которые мы обычно фармим, которые используем, нет. Другие, которые ввели вместе с Одиссеей для улучшения комбинезонов, наших скафандров, для улучшения пушечек наших ручных, для доступа к новым, между прочим, инженерам, которые все это дело улучшают и все это дело, естественно, используют. В принципе, ничего сложного. Если что, и вы не в курсе, то вот, пожалуйста, заходим в четвертое меню. У нас есть снаряжение с обычными материалами, с обычными данными. И хранилище, где у нас есть активы, товары и данные, которые будут использоваться. Ну что ж, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! Но не все так просто, нужно немножечко подготовить корабль. Рекомендую взять ТРП. С ним будет попроще в некоторых моментах, ибо вот был стрим на эту тему, и там приходилось очень долго бегать, и ТРП реально спасало в этом деле. Запомнили, ТРП. Дальше. Заходим в четвертое меню в раздел «Расходники». И у нас тут есть аптечка и так далее, и так далее, и так далее. Энергоячейки по желанию, но все же лучше возьмите. Либо заряжайтесь от ТРП, когда у вас будет подзаряд костюма. Взломщики. Ребята, это нужно взять. Поверьте, будут такие моменты, когда их нужно будет использовать в дальнейшем, я расскажу, где именно. И еще, очень важная вещь. Заходим в раздел «Товары» и спускаемся. Спускаемся и видим регулятор мощности. Они нам понадобятся. Касательно их фарма есть отдельное видео, но если вкратце, регуляторы мощности можно тырить на поселениях, либо брать с миссий по восстановлению. Более подробно все это рассказано в том видео. И вот теперь, вооружившись всем этим, делаем следующее. Теперь давайте говорить о том, куда лететь, что, собственно, делать. Открываем карту галактики, покажу на примере того, что было на стриме. Система Иахбулу. Это все было здесь. Тут у нас, как видите, состояние гражданские беспорядки. Нам нужно такое и не только. Сейчас объясню. Гражданские беспорядки нам к этому делу подходят. Эпидемия, отказ инфраструктуры, изоляция и так далее. Как это искать, я думаю, вы знаете. Но прикол в том, что данное состояние отображает фракцию, главенствующую там. То есть там могут быть и другие, скажем, с бумом и так далее. Плюс не забывайте то, что состояния систем не постоянны, они динамичны. Это очень важно. По прилету в такую систему что нам нужно? Нам нужно найти поселение с теми состояниями, которые я, так сказать, вам озвучил. На стриме мы были здесь, мы были здесь, мы были здесь, мы были на многих местах, но вкратце это выглядит таким образом. Вот, допустим, n-ная планета в n-ной системе, и здесь есть какое-то поселение. И как вы видите, что у нас здесь? Гражданские беспорядки. Значит, летим сюда. Плюс. Это туристическое поселение. Значит, что? Значит, опросы общественного мнения, медиаконтент с котиками, но попадаются и другие моменты, которые могут быть на военные, сельскохозяйственные и так далее. Не все, конечно, но попадаются. Все же, если вы захотите выформить... Неприятно. Нас нагло прервали. Если захотите выформить абсолютно все, что только можно, ребят, то придется менять их. Допустим, вот у нас есть шахтерские поселения, туристические, военные, сельскохозяйственные, промышленные и так далее. И придется там, там и там поковыряться. Но не очень долго. Теперь летим туда и показываю, что вам нужно делать. Плюс рекомендую, так сказать, укомплектовать свой корабль следующим вооружением. Антиксена, зенитные пушки, знаете, что это такое, ракеты, либо мины, ибо там может быть уже вас ждать агрессивно настроенная непись. Ну и, собственно, садимся. В зависимости от размера базы, берите ТРП, либо не берите ТРП. И нам нужен еще костюм Мэверик. Его заполучить, думаю, проблем уж точно не будет. Либо он есть уже у каждого, как бы, но... Если не знаете, то на той же Брестле, на той же Шинке все это дело продается. Плюс еще можно купить улучшенное все это дело. Пушки и комбезы. Тоже есть видео на эту тему. И теперь, когда мы вышли... Нам нужно примерно понять, где мы находимся, и следовать к зданию, где у нас есть силовая, то есть здание Power. Но предварительно
возьмите с собой следующее. Как раз таки взломщики, о которых я говорил, в размере 2 штук, на всякий случай, может быть такое, что понадобится. И плюс ко всему этому заходим в товары и берем регулятор мощности. Отлично. А теперь выдвигаемся. И бежим к зданию Power. В чем прикол? Данное поселение будет пустое. И вы сможете здесь спокойно фармить. То есть тут не будет местных. Вот местные. Они валяются здесь. Убитые пиратами. Об этом я и говорил. Агрессивно настроенная непись. Вскрываем замочек. Все, в принципе, костюм Мэверик нам больше не нужен. Пробиваем. И видим силовую. Тут может быть пожар и так далее. Наплевать. У нас есть два варианта. Либо мы взламываем взломщиком и запускаем, предварительно поставив сюда регулятор мощности. Либо на данной базе имеется работник, который валяется здесь, и мы можем скопировать его пропуск. Отлично. После чего просто-напросто активируем силовую. И все хорошо. В этот момент выбегаем и начинаем фармить. В чем прикол? Вам нужно будет пару раз, так сказать, оббегать базу, чтобы понимать, что где находится, потому что все, ребята, повторяется. Мне в данном случае нужны данные. Вот именно данные, потому что остальное у меня все фуловое. И как раз таки это туристическое. Что значит? Значит, данные у меня здесь, это я уже знаю, это проверял. Данные у меня здесь, данные у меня здесь и так далее. То есть, сейчас я просто подхожу к двери, имея третий пропуск. И все спокойно открывается. Если у вас нет пропуска, ну так получилось, используйте дрон-взломщик на силовую и дрон-взломщик на отключение сигнализации в поселении. Ой, не сигнализации, а как это? В общем, чтобы не спрашивало доступ. И все будет хорошо. И просто-напросто в наглую заходим и начинаем скачивать то, что нам нужно. Допустим, я хочу вот это, допустим, я хочу вот это. И скачиваем. И таким образом вычищаем абсолютно все, что тут есть. Плюс, если вам нужны именно другие вещи, то вот различные камеры. Эти камеры можно вскрыть вот так без терминала. И так далее. Ну вот, пожалуйста. Без каких-либо проблем. Теперь идем дальше. После того, как вы сделали свои дела, зафармили все поселение, или же до этого момента, отключаете силовую. Но не забывайте, она отключается определенное время. Точно не скажу сколько, но это происходит не сразу. Поэтому, ну, рассчитайте время, что ли. После отключения, правда, может быть одна проблема. Прилетят пираты. Но вы все равно успеете свалить. То есть сейчас я после всего просто прихожу сюда и вырубаю. И, собственно, жду отключения. И, друзья, не стреляйте в реакторную, не надо ее трогать. Бывает такое, то, что регулятор мощности может забаговаться, и вы его даже возьмете себе в руки, положите в рюкзак, но его у вас потом не будет. Такое было на стриме, это было неприятно. В общем, ждем отключения. Если поселение большое и много всего, потому что тут поселение реально маленькое, тут не особо много зданий, не особо много всяких вкусняшек, берите ТРП, чтобы не бегать до корабля, и можно складировать в него. Просто либо садитесь в него, либо через управление снаряжением. Сейчас покажу. Вот наше ТРП, просто при подходе к нему сесть в транспорт, управление снаряжением и перекидывайте то, что у вас тут есть в вашем комбезе. Я думаю, проблем быть не должно. Но может быть такое, то что когда вы занимаетесь вычищением всего, что есть, могут прилететь пираты. Такое возможно. Такое случилось один раз на стриме, и мне уничтожили ТРП. Было немножечко просто неприятно, ничего более страшного. Я их в итоге перестрелял и спокойненько потом улетел. Ну вот, у нас отключается силовая поселение. Выезжает, собственно, наш регулятор мощности. Мы его забираем. И, ребята, на всякий случай проверьте его через рюкзак. Если он у вас, он будет находиться в товарах. Вот регулятор мощности у нас имеется в хранилище 2. Сейчас у меня 1. Их было 3, как вы помните. И просто-напросто возвращаемся. Берем ТРП, если вы его вызывали, и едем на корабль.
Теперь мы отсюда улетаем и делаем релок, но не на рабочий стол, не в главное меню, а просто-напросто улетаем. Держите, не знаю, там 40-45 градусов и покажу дальше, что делать. Почему именно 40-45-50? Чтобы потом, когда мы развернулись, мы могли лететь обратно. И чтобы это было не в красной зоне, чтобы нас не выкинуло в орбитальном полете и так далее. Думаю, тоже понятно. И вот мы стартуем. И тут бы я вам рекомендовал добраться выше отметки орбитального полета. Да, потому что тогда уж точно сработает релок, типа инстанс обновится, и возвращаемся. Просто один раз, опять-таки, за весь 6-часовой стрим был такой момент, то что я вернулся, а там, собственно, все пусто. В общем, летим высоко-высоко-высоко. Не вот выше этой отметки, где сейчас, которая будет на 40 километрах, а вот выше той, разворачиваемся и летим обратно. И вот, когда пересекаем данную отметку, бьем по тормозам, разворачиваем наш корабль. Многие писали касательно, когда я записывал видео про фармы других вещей, то что так делать не надо. Но на самом деле, ребят, лучше сделать. Мало ли что. Просто потом летать еще раз обратно, ну не особо хочется. И летим, 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 еще раз летим. Вот, кстати, пример. Угол нужно было брать поменьше. Ну, собственно, теперь, друзья, мы повторяем данную процедуру и делаем все точно то же самое. Думаю, проблем у вас не возникнет, но не забывайте то, что лучше, конечно же, менять поселение периодически. Просто фармить в одном и том же месте может что-нибудь да не выпасть. Будете фармить в разных местах, выпадет точно. Как минимум, у меня сейчас в хранилище, как вы можете заметить, активов 1000 единиц, они полностью фуловые, товары почти полные, но и данные то половинка с лишним. И то я их особо не фармил, начал только недавно. И это, как по мне, довольно неплохо. Касательно эскиза оружия, эскиза комбинезона, мониторы здоровья, титановая броня, ребята, все это будет у вас, не волнуйтесь. При этом эти вещи на стриме даже почему-то выпадали в сельскохозяйственном поселении, что очень странно. Блин, в сельскохозяйственном, просто вдумайтесь. Есть еще, правда, один момент, который я не могу упустить, ибо на стриме это было немножечко непонятно. Как вы видите, на этой планете нету зон конфликта наземных, на этой планете нет зон конфликтов наземных, на этой тоже нету. Но на этих планетах, где имеются данные зоны, имеются тоже, так сказать, базы с гражданскими беспорядками. Я слетал только лишь на одну, и там была непись. Уже изначально. Поэтому лучше избегайте такие места, сразу летите на планету, где вот этого дела нету, чтобы не было никаких проблем, чтобы сразу могли спокойно фармить. И если вы будете фармить в опене, в частной группе, знайте, инстанс может поломаться от количества людей, которые там будет находиться. То есть один посмотрит данные какие-то, скачает, не скачает, у вас забагуется данная панель, и вы не сможете с ней никак взаимодействовать. Так что, ребята, это, конечно, лучше делать одному. В опене, в частной, в соло решать уже вам. Как по мне, единственная проблема, с которой вы можете столкнуться, это изучить базу. Запомнить, что где находится, где ящики, где контейнеры, где стеллажи, где что валяется, где панели, как с чем где взаимодействовать, что где падает и так далее. Если прям совсем плохо, то вы можете просто-напросто набросать быстренький план на листочке бумаги и пользоваться этим на протяжении последующего фарма. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Elite Dangerous, друзья, и там уже чуть ли не 500 видосов. Да, много чего отснято, те, кто говорят, что в игре ничем заняться, мало контента, ребята, вы ошибаетесь очень сильно. Плюс, я структурировал примерно 1/5 от того, что я отснял в различные плейлисты. В описании вас ждет, только вдумайтесь, 21 плейлист. Обзоры кораблей, топы кораблей, реобзоры, материалы, данные, стражи, торгоиды, интересные места, вооружение, ручное вооружение, комбезы, инженеры. Ребята, куча всего. Так что смотрите, наслаждайтесь, учитесь и так далее. Познавайте что-то новое. Плюс будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группу ВК, Дискорд серверы, Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр,
Искать друзей, чтобы поиграть хоть в КС, хоть в дотку, я вас не осуждаю, сам играю в различные игры как по жанру, так и по сеттингу, я думаю, вы это дело уже заметили. Плюс, моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть своя система, свои станции, космопорты и так далее. Мы расширяемся. Если хотите в этом деле поучаствовать, то вам в Discord, там подробные правила вступления, заявки и прочее. И, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.